На склоне горы Литуя, на высоте 524 метров над уровнем моря, растет лес. Точнее, рос. 9 июля 1958 года этот лес был сорван вместе с почвой, корнями и всем, что на ней держалось, и смыт в воду. Отметка 524 метра – это не высота берегового обрыва. Для сравнения, здание Empire State Building вместе со шпилем достигает 443 метров. Волна в бухте Литуя превысила его почти на 80 метров. Но это событие не вошло в учебники как величайшая морская катастрофа. Оно не унесло сотни тысяч жизней, оно не изменило климат планеты. В ту ночь в бухте находилось несколько рыбацких лодок, и большинство их экипажей выжило. Общее число жертв – 5 человек. При волне в полкилометра высотой. Это само по себе требует объяснения. Но сначала, что это вообще было и почему стало возможным. Бухта Литуя расположена на юго-востоке Аляски, примерно в 200 километрах к западу от Джуна. Добраться туда можно только по воде или по воздуху, постоянного населения там нет. Бухта имеет очень характерную форму. Она вытянута примерно на 14 километров в длину и сужается к выходу в океан до ширины около 300 метров. Вход в бухту – это узкий пролив, где при отливе скорость течения достигает 10 узлов. Местные называют его горлом. За этим горлом бухта расширяется, принимая Т-образную форму. Основной коридор и 2 боковых рукава, уходящих к ледникам – Гильберта и Крион. Глубина бухты неравномерна. В центральной части до 220 метров. В рукавах, где ледники спускаются к воде, значительно меньше, в некоторых местах около 100 метров. Стены бухты – это горные склоны, которые поднимаются прямо от воды. Никаких пляжей, никаких пологих берегов. Скала, уходящая вниз в темную воду, и скала, поднимающаяся вверх в небо. Это не декорация, это условие задачи. Замкнутое пространство с вертикальными стенами и единственным выходом – горлом шириной в несколько сотен метров. Вода здесь холодная и темная круглый год. Ледники подпитывают бухту талой водой, температура которой не поднимается выше нескольких градусов даже в середине лета. Именно в июле, когда таяние ледников максимально, бухту посещают рыбаки за лососем и палтусом. В другое время года она практически пуста. Юго-восточная Аляска находится в зоне одного из самых активных тектонических разломов в мире – разлома Фэрвезер. Это трансформный разлом, где Тихоокеанская плита движется на северо-запад относительно североамериканской. Скорость движения около 5 сантиметров в год. По геологическим меркам это быстро. Напряжение накапливается вдоль линии разлома и периодически разряжается землетрясениями. Разлом Фэрвезер проходит прямо через бухту Литуя, точнее через северный рукав бухты, туда, где ледник Гильберта спускается к воде. Трансформный разлом отличается от субдукционного тем, что плиты не уходят одна под другую. Они скользят горизонтально, как 2 пластины стекла, движущиеся в противоположных направлениях. При срыве этого скольжения, когда накопленное напряжение преодолевает силу трения вдоль линии разлома, происходит землетрясение. Характер сотрясения при трансформном разломе отличается от субдукционного. Горизонтальные смещения преобладают над вертикальными. Для генерации цунами субдукционного типа нужно именно вертикальное смещение дна. Но для того, чтобы сбросить нависший над бухтой склон, достаточно и горизонтального удара достаточной магнитуды. Землетрясение 7,8 было именно этим ударом. В 22:16 по местному времени 9 июля 1958 года вдоль разлома Фэрвезер произошло это землетрясение. Эпицентр находился примерно в 21 километре от бухты. Колебания грунта продолжались несколько минут. Этого было вполне достаточно. В северо-восточном углу бухты Литуя, над ледником Гильберта, возвышается склон горы. К 1958 году этот склон находился в состоянии, которое геологи называют предельно устойчивым, то есть держался на самой грани. Многолетнее воздействие ледника, выветривание, трещины в породе подготовили массив к обрушению. Не было вопроса «упадет ли?», был вопрос «когда?». Землетрясение ответило на этот вопрос точно в 22:16. За промежуток времени, который очевидцы оценивали в несколько секунд, некоторые говорили о 2-3, другие о 10, с северо-восточного склона в бухту сошел массив горной породы объемом около 30 миллионов кубических метров. Это примерно 40-50 миллионов тонн камня. Он упал в воду у основания ледника Гильберта, в закрытый северо-восточный рукав бухты, где глубина составляет около 100 метров, а пространство ограничено скалами с 3 сторон. Важно понять, как выглядело это падение. Массив не сползал медленно, он обрушился.
Верхняя граница отрыва находилась примерно на высоте 900 метров над уровнем моря. Нижняя точка, куда упала порода – поверхность воды и дно рукава. Свободное падение с такой высоты разгоняет любой объект до скоростей, при которых удар о воду практически неотличим от удара о твердую поверхность. Вода в первые доли секунды не успевает расступиться. Масса давит на нее, как на твердое тело. Именно этот начальный импульс и генерирует волну. Вот здесь начинается физика. Когда твердое тело падает в воду, оно вытесняет воду. Это не метафора, это буквальное вытеснение. Объем воды, равный объему упавшего тела, должен куда-то деться. Если тело небольшое, а водоем большой, вода расходится во все стороны и эффект рассеивается. Если тело огромное, а водоем ограничен, вода вытесняется с огромной скоростью и в ограниченном направлении. Именно это произошло в Литуя-Бэй. 30 миллионов кубических метров породы ударили в воду одновременно. Не постепенно, одновременно, как поршень. Скорость падения массива оценивается примерно в 160 км в час к моменту контакта с водой. Удар такой массы с такой скоростью в ограниченный водоем создает не цунами в привычном смысле. Он создает нечто принципиально иное. Обычное цунами – это длинная волна, возникающая при резком смещении морского дна на большой площади. Длина такой волны может составлять сотни километров, а высота в открытом океане – всего несколько метров. Именно поэтому суда в открытом море не ощущают цунами. Волна слишком длинная и слишком пологая, чтобы ее заметить. Энергия распределена по огромному объему воды. У берега, когда дно мелеет, эта энергия концентрируется и волна поднимается. Но все равно речь идет о волне с длиной в километры и скоростью, убывающей по мере подхода к берегу. Цунами в Индийском океане в 2004 году убило около 230 тысяч человек. Максимальная высота заплеска у берегов Ачеха составляла около 30 метров. Цунами у берегов Японии в 2011 году до 40 метров в отдельных точках. Это катастрофа глобального масштаба с десятками тысяч жертв. Волна в Литуя-Бэй была выше каждой из них более чем в 10 раз. Разница в числе жертв объясняется не физикой волны, а тем, где эта волна нашла берег. Мегацунами в Литуя-Бэй устроено принципиально иначе, чем субдукционное цунами. Это импульсное событие, не смещение дна, а резкое вытеснение воды сверху, падающей массой. Длина волны не сотни километров, а сотни метров. Энергия не распределена по широкому фронту, она сосредоточена в одной точке, в замкнутом пространстве, без возможности рассеяться в стороны. Скорость распространения такой волны внутри бухты, по расчетам, превышала 150 км в час, быстрее, чем любой человек способен убежать, даже если бы у него было время отреагировать. Представьте ванну с водой. Если медленно опустить руку в воду, уровень поднимется незначительно. Если бросить в ванну тяжелый камень, вода выплеснется через край. Теперь представьте, что эта ванна вытянутая, узкая, и один ее торец закрыт, а другой открыт. Камень падает в закрытый торец. Вода может двигаться только в одном направлении, к открытому. Именно эта геометрия и определила результат той ночи. Волна, порожденная падением массива, двинулась от северо-восточного угла бухты к юго-западу, вдоль главной оси. Энергии было столько, что, достигнув противоположного берега, мыса Кинотафия, она смыла растительность и почву до высоты около 208 метров. Это уже само по себе невероятная цифра. Но прежде волна ударила в боковые склоны, отразилась от них и сосредоточила свою энергию в узком пространстве, которое сужалось по мере удаления от точки падения. Результатом стала высота заплеска, термин, который геологи используют для обозначения максимальной высоты, до которой поднялась вода и которая фиксируется по уничтоженной растительности. 524 метра на северо-западном склоне горы Литуя, напротив места падения. Когда на следующее утро над бухтой прошел разведывательный самолет, пилоты увидели картину, которую сначала не смогли правильно интерпретировать. Береговая линия выглядела так, будто кто-то провел по ней горизонтальным срезом. Ниже определенной высоты – голая скала и грунт без единого дерева. Выше – нетронутый лес. Четкая граница, уходящая на сотни метров вверх по склону. Не случайная полоса, не локальный оползень, ровная отметина, опоясывающая весь периметр бухты на одной высоте. Это и был след волны. Позднейшие измерения показали, в разных точках бухты высота заплеска варьировалась от 30 до 524 метров в зависимости от расстояния от точки удара и формы береговой линии. Именно здесь ключевую роль играет форма бухты. Литуя-Бэй не круглый водоем и не широкий залив. Это узкий коридор с закрытым дном и единственным открытым горлом на входе в океан.
Когда масса упала в закрытый конец коридора, выход у волны был только один – по коридору в сторону горла. Стены коридора не давали энергии рассеяться в стороны. Вместо этого они направляли ее, как направляют звук в трубе. Чем уже становился коридор, тем выше концентрировалась энергия. В точках, где бухта сужалась, высота волны оставалась колоссальной даже по мере продвижения к выходу. Это и есть ответ на главный вопрос – почему именно 524 метра? Землетрясение не было аномально сильным. Магнитуда 7,8 фиксируется несколько раз в десятилетие в разных частях планеты, и ни одно из них не породило ничего похожего. Место не обладает никакими особыми физическими свойствами воды, а потому что совпали три фактора одновременно. Огромный объем падающей массы, очень небольшая глубина и площадь водоема в точке удара и форма бухты, исключавшая рассеивание энергии. Уберите любой из этих факторов, и волны 524 метра не будет. Если бы то же самое количество породы упало в открытый океан, получилось бы стандартное цунами, которое к берегу пришло бы многометровой, но не полукилометровой волной. Если бы землетрясение произошло у берега другого типа, пологого, широкого, масса распределилась бы иначе, без сосредоточенного удара. Именно уникальное сочетание конкретной геологии, конкретной формы бухты и конкретного механизма обрушения дало результат, который до сих пор остается рекордом для исторически задокументированных волн. Теперь о том, что пережили люди в эту ночь. В бухте находились 3 рыбацкие лодки. Экипаж первый, Говард Ульрих с 9-летним сыном, стоял на якоре в южной части бухты. По его словам, он почувствовал толчок землетрясения, а затем увидел, как в северо-восточном углу бухты что-то вспыхнуло, отражение света от ледника или породы в момент обрушения. Через несколько секунд пришел гул. Затем вода в бухте пришла в движение. Ульрич описывал это не как нарастающую волну, а как подъем всей поверхности воды одновременно, как будто что-то снизу начало давить вверх. Потом пришла сама волна. Лодку подняло и несло над берегом. Деревья под килем, по его описанию, были на расстоянии вытянутой руки. Глубина под ними – несколько десятков метров. Затем волна отхлынула, лодка осталась на плаву, оба выжили. Второй экипаж, супруги Свансон, стоял ближе к выходу из бухты. Их лодку подняло на волне и перебросило через косу лагуны Фэрвезер. Они успели отстегнуть якорную цепь, иначе лодку поставило бы вертикально. Тоже выжили, хотя лодка получила тяжелые повреждения. Третий экипаж, 2 рыбаков на лодке Бадди, стоял в северной части бухты, ближе к эпицентру обрушения. Их лодка была найдена позже, разрушена. Тела не обнаружены. Предположительно, они приняли основной удар волны раньше, чем успели что-либо предпринять. В протоколах береговой охраны зафиксировано: лодка видела все то, что видел Ульрич, только с расстояния примерно в 2 раза меньшего. Разница в несколько сотен метров оказалась разницей между жизнью и смертью. 5 погибших при волне такой высоты – это не случайность и не везение выживших. Это следствие одного обстоятельства. В бухте в ту ночь было лишь несколько судов. Это удаленное, труднодоступное место, которое посещают только рыболовецкие суда в сезон. Если бы это случилось у берега населенного побережья, счет жертвам шел бы на тысячи. Но у населенного побережья этого не могло бы случиться именно потому, что нужна конкретная геология. Ледниковые долины, узкие фьорды, нависающие скальные массивы над темной водой. Мегацунами такого типа – явление редкое не потому, что редко происходят землетрясения или оползни. Они происходят постоянно. Редкость в сочетании условий. Нужен водоем с определенной формой, нужен нависающий нестабильный склон непосредственно над ним, нужен триггер достаточной силы. Все это должно совпасть в одном месте. На планете таких мест немного. Большинство из них – норвежские фьорды, острова в южной части Тихого океана, некоторые районы Аляски и Британской Колумбии. Случай в Литуэ-Бэй не был первым задокументированным. Геологические данные показывают, что мегацунами в этой же бухте происходили как минимум 4 раза за последние 2 века – в 1853, 1854, 1899, 1936 и 1958 годах. Высота заплесков в предыдущих случаях была меньше, но механизм тот же. Разлом Фэрвезер, нестабильные склоны, узкая бухта, ограниченное пространство без выхода для энергии. Это не аномалия, это повторяющаяся закономерность в конкретном месте с конкретной геологией. Событие 1958 года было изучено достаточно детально, чтобы стать опорной точкой в понимании мегацунами как явления. До Литуэ-Бэй само слово «мегацунами» не существовало в научном обиходе.
Наблюдение Ульрича и Свансонов, геологическая съемка бухты в последующие годы, анализ линии срыва растительности – все это позволило впервые точно реконструировать механизм импульсного вытеснения воды в замкнутом водоеме. Работы геолога Дона Миллера, опубликованные в начале 1960-х годов, заложили основу того, как сегодня описывается и моделируется этот тип катастроф. Одним из ключевых достижений Миллера стало восстановление истории предыдущих мегацунами в бухте по геологическим и дендрохронологическим данным. Линии срыва растительности на склонах, зафиксированные в разных слоях отложений, позволили установить даты и примерные высоты предыдущих волн. Выяснилось, что событие 1958 года при всей своей беспрецедентной высоте не было аномалией в контексте этой конкретной бухты. Она производила мегацунами раньше и будет производить снова. Вопрос не в том, случится ли это, а в том, когда очередное землетрясение вдоль разлома Фэрвезер совпадет с достаточно подготовленным к обрушению склоном. Современные спутниковые методы и лидарное сканирование позволяют выявлять нестабильные склоны над водоемами с точностью, недостижимой во времена Миллера. Несколько потенциально опасных участков вблизи норвежских фьордов находятся под постоянным мониторингом именно потому, что геологи понимают механизм. Оползень Акнес в Норвегии – один из наиболее изученных. Там установлены датчики смещения, системы оповещения, и население ближайших поселков регулярно отрабатывает эвакуацию. Все это стало возможным в том числе потому, что физика события 1958 года была расшифрована и стала стандартным инструментом для оценки подобных рисков. Важный вопрос, который периодически возникает в научных дискуссиях – может ли нечто подобное произойти у населенных берегов? Ответ – да. И прецеденты есть. В 1963 году в Италии оползень сошел в водохранилище Вайонт. Объем сошедшей массы около 270 миллионов кубических метров, примерно в 9 раз больше, чем в Литуэ-Бэй. Водохранилище, как и бухта, было замкнутым пространством. С 3 сторон горные склоны, с 4-й плотина. Волна перехлестнула через гребень плотины и обрушилась в долину ниже по течению. Около 2000 человек погибли. Механизм тот же самый, что и в Литуэ-Бэй. Импульсное вытеснение воды падающей массы в замкнутом пространстве. Разница в том, что за плотиной жили люди. Катастрофа Вайонта долгое время оставалась в тени более известных природных событий, хотя с инженерной и геологической точки зрения она представляет собой один из самых подробно изученных случаев взаимодействия оползня с водоемом. Причиной обрушения стала не ошибка проектирования плотины. Плотина выдержала и стоит до сих пор. Причиной стала неправильная оценка устойчивости склона при заполнении водохранилища. Вода, поднявшись до проектного уровня, изменила условия равновесия в породе. Склон, который веками держался в сухих условиях, потерял устойчивость. Это урок не только о волнах. Это урок о том, как человеческое вмешательство может активировать природные процессы, которые без него оставались бы замороженными на тысячелетия. Более гипотетический, но регулярно обсуждаемый сценарий связан с Канарскими островами. Западный склон вулкана Кумбре-Вьеха на острове Ла-Пальма, по данным ряда исследований, находится в нестабильном состоянии. При сильном извержении или землетрясении возможно обрушение в Атлантический океан массива объемом, значительно превышающего Тамборский оползень. Оценки возможной высоты цунами у берегов Северной Африки, Европы и восточного побережья Северной Америки существенно расходятся – от нескольких метров до десятков. Атлантика не является замкнутым водоемом, что снижает концентрацию энергии по сравнению с Литуэ-Бэй, но сам принцип работает. Ряд геологов оспаривает катастрофический сценарий Кумбре-Вьеха, указывая, что данные сейсмических исследований не подтверждают наличие единого нестабильного массива достаточного объема. Дискуссия продолжается. Показательно само по себе, что сценарий обсуждается именно в терминах Литуэ-Бэй, как ориентир для расчетов, как прецедент для моделирования. Случай 1958 года дал науке не только рекорд, он дал точку отсчета для понимания возможностей. Понимание этого принципа – именно то, что делает Литуэ-Бэй важным случаем за пределами разговора о рекордах. Это не просто самая высокая волна в истории. Это конкретный, детально задокументированный пример того, как геологические условия могут превратить региональное землетрясение в локальную, но физически беспрецедентную катастрофу. Механизм понятен. Условия, при которых он реализуется, поддаются идентификации. Места на планете, где такой сценарий возможен, известны. Люди, которые живут рядом с такими местами или работают в них, должны понимать именно физику, а не просто помнить, что однажды здесь была большая волна.
Литуя-Бэй в 1958 году выбивается из ряда больших катастроф не потому, что была слабее. По физическому масштабу, высоте волны, энергии удара, скорости изменения береговой линии она превосходит все, что случалось с морскими волнами в историческое время. Случилась она в месте, где почти никого не было. Это делает ее, с одной стороны, трагедией небольшого масштаба, с другой стороны, чистым экспериментом, который природа провела без лишних переменных. Волна поднялась на 524 метра, смыла лес, вернулась назад, и бухта снова стала тихой. Никаких свидетелей на берегу. Только отметка на склоне горы, полоса, где кончается лес и начинается голая скала, как запись в журнале наблюдений. Самые экстремальные явления природы не всегда те, что убивают больше всего людей. Иногда они происходят там, где людей нет, в узких аляскинских бухтах поздним вечером июля, в промежутке между рыболовецкими сезонами. Волна высотой с небоскреб поднялась, прокатилась по замкнутому пространству и опала, в полном соответствии с законами физики, без каких-либо нарушений известных закономерностей. Никакой аномалии. Только геология, геометрия и количество воды в ограниченном пространстве. Литуя-Бэй напоминает, что природа не нуждается в масштабной сцене, чтобы произвести явление, выходящее за пределы человеческого опыта. Иногда достаточно узкой бухты, нестабильного склона и одного толчка. Разлом Фэрвезер никуда не делся. Ледники над северным рукавом бухты по-прежнему подпиливают породу снизу. Склоны по-прежнему накапливают напряжение. Следующее сильное землетрясение вдоль разлома – вопрос времени, а не вероятности, и геологические данные это подтверждают. Геологические данные говорят, что Литуя-Бэй делала это раньше и сделает снова. Бухта ждет, спокойная, темная, с холодной водой и следами смытого леса на скалах, которые никуда не исчезли за прошедшие десятилетия. Спасибо за просмотр, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. До новых встреч!